С самого детства мы все играем в игрушки. Пока мальчики маленькие, и игрушки у них маленькие и безобидные. А вот когда мальчики вырастают, и игрушки у них становятся большие и опасные. Во все эти игрушки я уже играл, и эти истории для меня уже стали понятными, и тема получения кайфа от игры в них для меня уже раскрыта. Но вот одна игрушка мне долго не давала покоя. Имя ее – квадроцикл или квадрик, если говорить любя. Мне всегда было непонятно, неужели залезть в грязь и измазаться как Хрюша доставляет удовольствие? Но ведь это делают тысячи людей, и значит, как минимум в этом что-то есть, а как максимум, наверное, это адреналин и какой-то свой кайф. В общем, пока не попробуешь, не поймешь. Решение принято, идем покупать. Прежде чем прийти к дилеру техники AODES, я пересмотрел кучу материалов в интернете. Переслушал массу людей, у кого уже есть опыт катания на квадриках. И честно скажу, выбор мой был основан на следующих критериях. Нормальный бренд с хорошей дилерской сетью и гарантией. Цена. Положительный опыт эксплуатации данной техники своими знакомыми. Про последний пункт скажу отдельно. Именно на этих квадриках мой земляк Антон Филатов и ведущий YouTube канала Развалюшин Роман выиграли не одни соревнования и в целом техникой были очень довольны. А еще мне эта техника очень понравилась внешне. Все узлы и агрегаты визуально выглядели очень добротными и технологичными. Да и специалисты в салоне Навигатор дали профессиональные ответы на все мои каверзные вопросы. А меня BRP-шники не зачморят в тусовке? Да точно нет, потому что на эту технику запчасть всегда в наличии и значительно дешевле. Вообще говоря, о салоне Навигатор хотел отметить, что почти всю технику для активного отдыха, будь то снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, вездеходы, а также САПы, ватрушки и много чего еще, я и мои друзья покупаем именно здесь. Потому что здесь лояльные цены, большой ассортимент любой техники как в наличии, так и под заказ, отличный сервис и прекрасное отношение к клиентам. Собрав все в кучу, я наконец-то стал обладателем литрового квадроцикла AODES Patchcross в комплектации MAT Pro. Ну что ж, теперь осталось только его проверить в деле. А проверять мы будем не на Самарской земле, а там, где текут бурные горные речки, мощные водопады, высокие горные перевалы, острые камни и опасные обрывы, а именно на Кавказе. Кавказ, как же ты прекрасен! Сколько поэтов воспевали твое величие и красоту. И я с этим полностью согласен. Ведь Кавказ тебя постоянно манит, несмотря на то, что ты здесь уже бывал и не раз. По Кавказу я проехался на круизном поезде «Жемчужина Кавказа». А еще я здесь прокатился на мотоцикле в рамках эндуро-тура. И каждый год я приезжаю сюда с семьей, чтобы поправить свое здоровье и восстановить силы.
Кавказа много не бывает. Во-первых, он большой. Во-вторых, в каждый сезон он выглядит по-разному. А в-третьих, Кавказ можно открывать разными способами. Почему так все сложно? Да потому что лично для меня квадроцикл – это не только источник, вырабатывающий адреналин, это еще и транспортное средство для экстремальных путешествий. И так думаю не я один. Так думают все эти люди, мои друзья. Я представляю вам нашего духовного лидера, организатора, нашего земляка и очень больного АТВ-темой человека Антона Филатова. Всем привет! Добро пожаловать на Кавказ. В ближайшие 7 дней мы пройдем уникальный живописный маршрут от Даргавса до Кисловодска. На пути у нас будут красивые перевалы, горные вершины, будет у нас плато Бермамыт, ходейские лабиринты, посетим Джилысу, нарзанные источники, так что будет круто и красиво. А не лоханулся ли я, купив китайский квадрик-Одес? Ну, на самом деле, я считаю, что нет, потому что у меня все-таки точно такой же квадрик Одес. На нем я уже проехал почти 2000 километров, прошел уже несколько экспедиций по Кавказу. Во всех условиях он, в принципе, справляется не хуже, чем именитые бренды. Слушай, ну то есть квадрики у нас с тобой крутые? Однозначно, да. Но главное все-таки не какой квадроцикл, а кто им управляет. Главное прокладка между рулем и сиденьем. Точно. Наша отправная точка – гостиничный комплекс «Панорама», что расположился в населенном пункте Верхний Феогдон. Антон, будучи максимально продуманным организатором, привез сюда на специальном транспорте всю нашу технику со снаряжением, а мы прилетели самолетом налегке. «Панорама» – очень приятное местечко, с хорошими условиями размещения, отличным рестораном, а сама локация уже говорит о том, что нас ждет нереально красивый маршрут. С высоты птичьего полета видно, что внутренний туризм на Кавказе развивается и уже построено множество различных отелей и гостевых домов, что несомненно радует, потому что наша страна уникальна как по своей красоте, так и по этническому многообразию. А это значит, что даже только на одном Кавказе можно познакомиться с культурой очень большого количества народов. И сейчас, занимаясь работой над этим выпуском, спустя некоторое время после поездки пейзажи Кавказа возвращаются мне из памяти словно. Наша кавалькада в составе 13 квадроциклов, 2 багги и одного многофункционального квадрогрузовичка от Одес на старте. Сегодня нам предстоит несложный разминочный радиальный маршрут. Радиальный – это значит, что вернемся мы в ту же самую точку, откуда и выехали. Каждый райдер получил порядковый номер в колонне. Антон провел брифинг безопасности и, как говорится, поехали. Первые прикаточные километры проходим по несложной грунтовой дороге Алании. Так называли Осетию в древние времена. На этом участке можно и газануть, чтобы почувствовать возможности квадрика. Первая смотровая площадка, на которой делаем круг почета, известна своей скамейкой, сидя на которой можно наслаждаться шикарной горной панорамой. Едем дальше. Хочу сказать, что этот маршрут очень популярен среди обычных туристов, которые ездят здесь как на обычных легковушках, так и подготовленных джипах. Алания явно гораздо богаче остальных северокавказских республик арт-объектами. Их здесь целенаправленно установили для привлечения туристов. Всего объектов 10. Все они изготовлены в мастерской Махконт и расположены на популярных туристических маршрутах. Составить маршрут так, чтобы посетить все 10, было бы, наверное, неплохой идеей. Мы посетили
посетили их большую часть. Подъезжаем к арт-объекту букве А. И не мудрено, что здесь было не припарковаться. Роадкэп сказал, что познакомимся с этим арт-объектом на обратном пути. Да и народа будет поменьше. Я, конечно, согласился, но побывав уже в горах неоднократно, я четко усвоил одно важное правило. Увидел, остановился, снял. Потому что другого шанса, возможно, не будет. Это горы, и погода здесь очень изменчива. Может пойти дождь, сесть туман или вообще выпасть снег. Едем дальше, ведь сегодня у нас на маршруте много чего интересного, помимо красивых пейзажей. И вот перед нами открывается невероятная панорама, на склоне расположились строения, похожие на грибки. И это поселение принято называть городом мертвых. Честно скажу, я должен был сюда попасть годом ранее, во время своего мототура по Кавказу. Но из-за навигационной ошибки и плохой погоды мы не смогли пройти перевал. И сейчас двойным трепетом спешиваемся и идем исследовать этот город. Ведь нам предстоит найти ответ на вопрос, почему же он получил название «Город мертвых». Этому населению более 700 лет. Здесь находится 97 склепов, в которых погребены порядка 10 тысяч человек. На первый взгляд кажется, что эти домики – обычные жилища, в которых живут люди. Но это не так. Это склепы, в которых захоронены люди. Прогуливаясь между этими постройками, я думал, как красиво выглядят старинные сооружения, да еще и в симбиозе с такими потрясающими ландшафтами. Внизу речка, долина между величественными горами, а сами горы покрыты пушистыми меховыми шапками из облаков. Да, все так, но когда я заглянул в одно из окон, думать я стал о другом. Никого нет, одни кости, костей капец сколько. Вот я заглядываю в окно. А здесь лежат мумии, реальные человеческие останки, кости. Ребят, спите спокойно, наши друзья. К моему счастью, я познакомился с местным жителем, неплохо разбирающегося в истории своего края. В процессе прогулки по этому некрополю я встретил одного замечательного человека, который, как мне кажется, знает историю просто на 5. Казбек, вещай. Рад вас приветствовать в Северной Осетии. На данный момент сейчас мы находимся возле Даргавского некрополя. Это самый крупный некрополь на территории Северного Кавказа, который насчитывает порядка 95 склепов, общей сложностью в которых было за все время от начала основания до последнего захоронения произведено порядка 10 тысяч захоронений. А основная часть захоронений пришлась на конец 18-го, начало 19 века, когда в ущелье началась эпидемия холеры. Народ, дабы обезопасить, не заражать здоровых, так сказать, односельчан, уходил жить уже в готовые склеповые могильники. Они здесь уже были отстроены еще. Одних относят к 14-му, других к 16 веку. То есть уже были подготовленные места, куда они приходили, здесь жили. То есть у них здесь полноценно кипела жизнь. То есть у них была вера в то, что они могут выздороветь. Как я слышал, были случаи того, что человек, который выздоравливал, он уже не спускался в ущелье, откуда пришел, он уходил в другие ущелья, осваивать другие земли, чтобы жить непосредственно уже в другой части. Много сотен лет назад это некое подобие хосписа, куда люди приходили, возможно, излечиться, либо свои дни дожить.
По дороге мы встретили очень много красивых видов. Прям ошеломительные виды были, очень красивые. Я видел там очень много костей, и там лежали мумии. Едем дальше. Следующая точка на маршруте – Кармадонское ущелье. Наверное, абсолютно всем россиянам, даже тем, кто ни разу не был на Кавказе, Кармадонское ущелье известно. Но ассоциируется оно, к сожалению, с трагическими событиями. Здесь, в Кармадонском ущелье, 20 сентября 2002 года в результате схода ледника Колка была погреблена заживо съемочная группа Сергея Бодрова. И здесь установлен этот мемориальный памятник. Как пишут очевидцы этого страшного события, все произошло практически мгновенно. Как взрыв, сравнимый по мощности и масштабам последствий с ядерным. С восточного отрога горы Джемара на высоте 4350 метров сорвалась огромная, объемом около 8 миллионов кубометров, глыба льда. Она упала в ложе ледника Колка и спровоцировала срыв всей находящейся в ней массы. Лед и камни лавиной пошли вниз. Сейсмостанция зарегистрировала момент удара, поэтому время начала катастрофы известно точно. 20 сентября 2002 года, 20 часов 8 минут 30 секунд. Сорвавшийся ледник засасывал под себя воду, воздух, камни и двигался будто поверх воздушной подушки. Направление потока задали ограничившие его горные хребты. В какой-то момент чудовищное цунами ударило в Кармадонские ворота, место, где отвесные скалы сжимают широкое ущелье в узкую теснину, образуя бутылочное горлышко. Теснина забилась льдом и камнями. Ниже нее, по течению реки Геналдон и Гизельдон, в сторону Владикавказа двинулся грязевой селевой поток. Уже с меньшей, но все еще убийственной силой. Его скорость составила около 100 км в час. Об этом рассказывали очевидцы, спавшиеся от селя на машинах. По официальным данным, в результате схода ледника погибли 19 человек. Еще 106 числятся пропавшими без вести, в том числе 42 члена съемочной группы Сергея Бодрова-младшего, которые вместе с ним работали в Северной Осетии над фильмом «Связной». Но настоящее число жертв неизвестно никому. Ледник стер в порошок несколько баз отдыха в долине реки Гизельдон, куда тем вечером приехали туристы. Дорога через Кармадонское ущелье никогда не была пустой. Это был самый короткий и удобный путь из многих горных сел до Владикавказа. И как же это символично, словно скорбя вместе с нами, пошел дождь, и мы поехали дальше. Следующая остановка тоже связана с трагическими событиями схода ледника Колка. На месте этого монумента располагался поисково-спасательный лагерь «Надежда», состоящий из родственников и волонтеров, которые 1,5 года пытались найти тела погибших. Природа продолжала скорбить о погибших людях, раскрашивая нашу киноленту серыми и тусклыми красками. Да и мы уже тоже приобрели грязный оттенок, хотя по идее грязи еще и не видели. Таким образом проявляется осевшая на нас пыль, смоченная мелкодисперсным дождем. Мы едем на обед, который был для нас не просто принятием пищи, а чем-то большим.
Несмотря на то, что вроде бы явной грязи не было, но мы все грязные, как чушки. Но в квадроциклах по-другому не бывает. Но сейчас мы приехали на пикник. А на маршруте все организовано. Ребята поставили палатку, приготовили вкусную домашнюю еду и, умыв свое личико, мы идем отобедывать. В любую погоду нам было сухо и тепло. Наши организаторы, Антон и Дарина, смогли организовать питание таким образом, что каждый раз ребята заранее приезжали в красивейшее место на маршруте, ставили палатку, накрывали стол и на костре готовили вкуснейшую еду с местным колоритом. Свежие овощи, зелень, сыр, хлеб. А какие были первые и вторые блюда? До с костерка, шурпа, куриный суп, уха, солянка, шашлык, плов, жаркое. Это просто отвал башки и живота. А еще сладости, фрукты, чай и кофе. Как вам? Запомните, друзья, там, где я, там всегда вкусно. За это еще раз отдельное спасибо и организаторам, и ребятам, устраивавшим нам все это ежедневное гастрономическое великолепие. Погода на Кавказе очень изменчивая. И если буквально 10 минут назад вся долина хорошо просматривалась, мы сидели, любовались речкой, горами, то сейчас, смотрите, туман, ничего не видно. И еще один арт-объект, который называется «Меч в камне» или «Скифский Акинак». Также находился в тумане, и разглядеть его можно было лишь с непосредственной близости. Наш день еще совершенно не закончен, и мы отправляемся на следующую локацию, которая интересна как самой дорогой, так и целью, к которой мы будем добираться. Мы двигаемся сквозь туман по грунтовой дороге. Было четкое понимание, что вокруг нас находятся невероятно красивые пейзажи, но в реалии это выглядело вот так. В какой-то момент дорога превратилась в дорогу из камней, потом из больших камней, а дальше и вовсе в реку, по которой мы взбирались вверх. Пару раз мне казалось, что я ушел с маршрута и веду колонну не туда. Но дорога, если можно это назвать дорогой, была одна, и я двигался вверх навстречу неизвестности, пока не уперся в своих друзей. Собравшись все вместе, мы отправились пешком еще выше. Накопившаяся за день усталость и тяжелая квадроамуниция не давала совершать восхождение легко и непринужденно, но все же ползли как могли к поставленной цели. А целью были Мидограбинские водопады. В какой-то момент стал слышен звук водопада, и через некоторое время должна была открыться вот такая красивейшая панорама. А открылась вот такая. Мы шли долго, но увиденное стоит того, чтобы сюда подняться. Один из самых больших ниспадающих водопадов, собственно, перед нами. Да, конечно же, хотелось бы тучи развести руками, но что делать? Сырови, как говорится. А водопад крутой. Всего водопадов 8. Их высота от 120 до 750 метров. Мы стоим как раз у самого большого. Его высота 750 метров. Именно он удостаивается наибольшего внимания приезжающих. Имя этого великана переводится как «падающая лавина». Спуск вниз был не менее эпичный, чем подъем. Честно скажу, каждый из нас получил огромный кайф от вождения по такой дороге. Именно для этого и нужны квадроциклы.
Но спустившись вниз, выявилась небольшая проблемка. На одном из квадров пробили колесо. Но такое случается часто, и мы к этому были готовы. Помните, в начале нашего маршрута я говорил о самом главном лайфхаке в горах. Увидел, остановился, снял. Так вот, смотрите, как это работает на практике. Это тот самый арт-объект буквы АЭ, который является одним из самых популярных арт-объектов Северной Осетии, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита АЭ. Да, с буквой понятно, а вот с великолепным фоном не особо. Это так называемая лигатура, знак, образованный из слияния двух букв, что является единственной нерусской буквой в осетинском алфавите. Вот смотрите, как это должно было выглядеть в нашем видеоряде. Но таких красивых фоточек в соцсетях полным-полно. А вот такими пролетками может похвастаться далеко не каждый. Напрашивается сразу два вывода. Первый. Не откладывайте на потом съемку того, что сейчас выглядит красиво. А вторая. У природы нет плохой погоды, красота в глазах смотрящего. На позитивной ноте отправляемся в сторону нашего пристанища по уже известной высотной дороге. Но доехать без остановок не получилось, потому что удивили и сама башня, и как туда попали эти люди. Уже по темноте в тумане возвращаемся на базу, где нас ждет душ, вкусный ужин и мягкая кроватка. А в следующей серии мы продолжим наше кавказское квадропутешествие.